Всем привет, привет, привет. Всем добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Юрий Пузыревский. Сегодня у нас прямой эфир. Прям совсем прямой эфир. Всем привет, привет, привет. С вами сегодня Юрий Пузыревский. Так, напишите, пожалуйста. Всем привет, привет, привет. Кто к нам заходит на других платформах, заходите, пожалуйста, в YouTube, в шапке моего профиля Юрий Пузыревский. На YouTube сегодня будет прямая трансляция, посвященная теме «Социальная панорама». Всем привет, 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 привет. Кто нас смотрит? Напишите, пожалуйста, как видно и как слышно. Напишите, пожалуйста, сейчас, как видно и как слышно, чтобы я понимал, что у нас в трансляции все хорошо. Все хорошо. Основное мое внимание будет в камере на YouTube. Поэтому, дорогие друзья, кто к нам присоединяется на других площадках, пожалуйста, переходите в YouTube, пишите Юрий Пузыревский, привет, привет, привет. И там идет прямой эфир. Добрый, добрый, добрый вечер. Как ваше настроение? Как меня видно и как меня слышно? Напишите в чат, чтобы я понимал, что у нас все хорошо с соединением, что у нас все хорошо с прямым эфиром. Добрый, добрый, добрый вечер. Качество плохое у кого-то. Заходите, пожалуйста, в YouTube. Там будет прямая трансляция. Сегодня пообщаемся на тему нашего восприятия других людей. Пообщаемся на тему, как же изменить отношение к другим людям, настроив себя. Музыка громкая. Ага. Музыка громкая. Сейчас мы ее остановим. И у нас уже не должно быть музыки никакой в прямом эфире на YouTube. Отлично. Добрый, добрый, добрый вечер. Дорогие друзья, у кого-то звука нет. Сейчас мы сделаем. Хорошо. Хорошо, друзья, чтобы был звук, чтобы было хорошее видео, я обращаюсь к тем, кто смотрит на других площадках. Пожалуйста, заходите в YouTube, запишите Юрий Пузыревский, и у вас будет все хорошо. Все будет хорошо с трансляциями. Ну что, дорогие друзья, напишите, из какого вы города, где вы сейчас находитесь, как ваше настроение, какая у вас погода. Давайте, пока у нас прямой эфир подтягивается, немножко пообщаемся на свободные темы. Наташа, добрый вечер, я тут побуду. Отлично, Наташа справилась. Добрый вечер всем, кто нас смотрит на других площадках. Заходите в YouTube. Все, кто смотрит на других площадках, переходите на площадку YouTube, и мы с вами пообщаемся на тему того, как же мы строим свои внутренние карты в отношении других людей. Тема, на самом деле, скажу так, она не из самых простых для понимания, но если вы сейчас разберетесь, то вот словите эту фишку, в чем здесь дело, то у вас будет все классно, и вы научитесь настраивать свой мозг на восприятие людей таким образом, каким хотите. Я вот так скажу. Украина, Мукачево, у нас 32 градуса тепла, Минск, добрый вечер. У нас тоже в Минске сегодня достаточно жарко. Москва. Настенька, заходи в YouTube, ты знаешь, что это такое. Хорошо, хорошо, отлично. Дорогие друзья, кто смотрит на других площадках, вы меня просите отойти от камеры подальше, я вас прекрасно понимаю, но заходите в YouTube, и там будет все хорошо видно и все хорошо слышно. Я не могу разорваться на все площадки, я вас приглашаю в YouTube. Хорошо, хорошо.
Давайте расскажу, чем мы сегодня займемся. Мы сегодня будем строить свою внутреннюю карту восприятия других людей. Как мы это будем делать? Мы это будем делать, естественно, в голове. То есть сегодня мы будем работать, по большому счету, с визуальной модальностью. То есть мы будем рисовать свои картинки. Тема, которую я сегодня расскажу, повторюсь опять же, Настенька тут. Ура! Настенька пришла. Настенька, поддержи лайком нашу площадку. Точнее, нашу трансляцию. Слышно и видно прекрасно. Отлично, отлично. Юля, привет. Мы в YouTube. Мой YouTube. Заходи в YouTube. Сегодня, если хотите, на YouTube у нас хороший прямой эфир. А остальные прямые трансляции идут просто так фоном. И я вас читать не буду, к сожалению. Хорошо. Настенька тут. Отлично. Хорошо. Ну давайте, чтобы не тратить время, переходить сразу к непосредственно теме нашей. Давайте сразу работать. Напишите в чат, пожалуйста, циферку 5, если вы готовы со мной пообщаться, давать мне обратную связь и покоммуницировать. Вот прям очень интересно. Вот я честно скажу, я плохой инстаграмщик. У меня что-то постоянно, что-то не то, короче, с инстаграмом. Ну ладно, мы все-таки работаем в ютубе. Хорошо, напишите в чат цифру 5, если вы готовы со мной повзаимодействовать. Отлично. Хорошо. Хорошо. Супер. Ладно. Инстаграм мы отключим, потому что от него толку мало. 5 плюс 5. Отлично, отлично, отлично. Хорошо. Давайте сразу к делу. Сразу к делу. О чем наш прямой эфир? Все дело в том, есть такой исследователь Лукас Деркс, он исследователь в области нейролингвистического программирования, и он нашел очень интересную особенность в нашей психике. Добрый вечер, я так понимаю, речь пойдет о социальной панораме. Да, Наргиз, вы просили эту тему, я долго думал, как об этой теме снять видео, но, к сожалению, там в 15-20 минутное видео, мне кажется, тяжело уложить эти знания, поэтому мы в прямом эфире сегодня поработаем. Так вот, что он нашел? Он нашел интересную закономерность, что разных людей мы категоризируем очень сильно по-разному. И мы их не только категоризируем, а мы их у себя внутри, да, во своих внутренних репрезентациях. Я сегодня буду использовать много NLP терминологии. Вы уж меня простите, но тема на самом деле классная и интересная, но не использовать терминов не получится. Поэтому, если какие-то термины непонятны, вы задавайте вопросы, я буду на них отвечать, буду объяснять, что значит этот термин. Хотя обо мне ходят слухи, что я мастер упрощения, что я хорошо доношу сложную информацию простым языком, но тем не менее сегодня я вот заранее прошу прощения у тех, кто мало разбирается в теме нейролингвистического программирования, потому что я буду периодически все-таки говорить такие вещи, которые связаны с терминами. Так вот, что он нашел? Он нашел интересную особенность, что долгожданный эфир, отлично. Он нашел, что мы внутри, в зависимости от того, к какой категории мы человека относим, мы его очень сильно по-разному репрезентуем. Да? Что такое репрезентация? Репрезентация — это те картинки, те звуки и ощущения, которые мы у себя внутри воспроизводим. Если я опять же приведу пример, сейчас попрошу вас вспомнить свой любимый, не знаю, напиток, то вы его... Напишите, пожалуйста, какой у вас любимый напиток. Мы сейчас вот прямо сейчас поиграем в эту игру. И вспомните его. Вспомните его вкус, запах. Друзья, кто нас смотрит, поддержите нашу трансляцию лайком обязательно. Напишите, какой у вас любимый напиток на сегодняшний день. Кофе, отлично.
И вот вы этот кофе, его каким-то образом представляете. Вы его каким-то образом представляете, может быть, чашку, может быть, вспоминаете, как вы его когда-то пили. У всех кофе. Кофе – любимый напиток. Хорошо, что не водка. У кого-то водка – любимый напиток. Чай с кипреем. Что такое чай, знаю, кипрей не знаю. Ну ладно. И у нас есть вот эти внутренние репрезентации. То есть что-то мы вспоминаем, и это где-то у нас есть в голове. У нас есть какие-то образы, есть какие-то ощущения, есть какие-то звуки, может быть даже вкусы и запахи. И это совершенно нормально. Так вот, Лукас Деркс, он заметил еще одну интересную штуку. Он заметил, что мы очень сильно по-разному кодируем тех людей у себя внутри, во внутренней картинке, которые у нас разнесены по разным категориям. Ну давайте прямо сейчас начнем делать упражнение. Представьте, пожалуйста, сейчас того человека, которого вы любите. Я, кстати, рекомендую взять лист и ручку, чтобы у вас прямо осталась ваша карта, чтобы вы понимали, как это происходит. Представьте сейчас того человека, которого вы любите. А я пока немножко порисую. Я надеюсь, то, что я рисую, видно. Напоминаю еще раз, кто нас смотрит на других площадках, заходите в YouTube, Юрий Пузыревский. Там идет прямая трансляция, на которой все хорошо видно и все хорошо слышно. Обязательно переходите. Эфир не сорвался, все хорошо. Так. Юра, будет возможность, хотелось бы эфир про тревожность. Прочитала книгу «Свобода от тревоги». Лихий Роберт в восторге. Напиток чай с ромашкой, апельсиновой цедрой. Супер. Здорово. Наташ, ну смотри, про тревогу, наверное, эфира не будет, потому что все-таки здесь у нас канал, посвященный НЛП, да, коучингу, гипнозу. Возможно, что-нибудь сделаем. Не знаю, обещать не буду. Давай мы с тобой в Инстаграме на эту тему больше пообщаемся, чтобы не сейчас. Книга, которую ты написала, не читал, к сожалению, поэтому не могу сказать, не поддержать тебя, не могу что-то как-то дать обратную связь по книге, потому что не читал. Но если тебе эта книга понравилась, я очень рад. И очень здорово, что ты развиваешься и читаешь книжки. Здорово. Вот вы представляли свои любимые напитки, и вы их каким-то образом, вы видели картинку, вы видели звук, вы слышали, может быть, запах, чувствовали запах, или какие-то испытывали ощущения. Но суть не в этом. Я вас попросил сейчас вспомнить того человека, которого вы очень любите. И когда вы представляете того человека, которого вы очень любите, вы его представляете каким-то определенным образом в своей внутренней такой ментальной 3D-карте. Я сейчас поясню, что это такое. Когда вы представляете своего любимого человека, то есть человека, которого вы любите, вы его представляете либо справа от себя, либо слева от себя, либо ниже, либо выше, может быть перед собой, может быть перед собой, но где-то повыше, может перед собой, но где-то пониже, может прям вот под боком, может быть где-то еще. Если говорить о любимых людях, мне мой любимый человек, он представляется где-то здесь, слева, вот прям в какой-то непосредственной близости от меня. Просто постарайтесь сейчас представить вашего любимого человека, которого вы действительно любите, которому вы действительно испытываете светлые чувства любви, и определите у себя внутри. Здесь требуется немножко потренироваться, вам нужна некая концентрация сейчас над собой, и постарайтесь представить вот реально, где он в вашем таком 3D пространстве находится. Так, Настя пишет, тренинг меня спас от тревоги на тот срок, благодаря тебе. Настя, я думаю, что в любом случае, если мы занимаемся и разбираемся с собой, ну, смотри, здесь больше такая психотерапевтическая тема. Посмотрим, может быть, что-то сделаем. Так, местоположение ни о чем не говорит, он может быть везде. Вот, Наргиз,
Я вам могу сказать так, он может быть везде, но представьте, пожалуйста, того человека, которого вы прям вот любите, и именно в тот момент, когда вы его любите. Вот представьте свое ощущение любви, и он у вас где-то представляется в каком-то одном определенном месте. Вот поверьте мне. И Лукас Деркс, вот он что заметил. То есть, давайте я лицо сотру этому человечку. Лицо сотру, пускай это будет спина. Да, вот он со спины у нас стоит, это волосы, если что. Лицо у него там. То есть вот он к нам стоит спиной. Он обратил внимание, что людей, к которым мы относимся по-разному, мы у себя внутри на уровне субмодальности, объясняю, что такое субмодальности, это качество картинки. Выше, ближе, выше, дальше, выше, ближе, дальше, выше, ниже, яркость, четкость. Мы каждого отдельного человека, мы его представляем у себя во внутренней своей карте где-то в разных местах. Ну, допустим, у меня мой любимый человек, он на самом деле находится на моем же уровне, может быть чуть-чуть ниже, как бы вот под мышкой такой, да, и он прямо вот здесь рядом находится. Вот здесь у меня находится любимый человек. Человек, которого я люблю. Ну, понятно, что таких людей очень много. Вы сейчас тоже зарисовываете свою карту, потому что мы сейчас начнем заниматься таким НЛП-волшебством, некой магией начнем заниматься. Почему об этом говорю? Потому что вы сейчас, если вот включитесь, я вначале предупреждал, что здесь нужна на самом деле концентрация, здесь нужно хорошо поработать со своей визуальной модальностью, именно поучиться визуализировать, представлять. Если вы сконцентрируетесь сейчас и возьмете одного человека, которого вы очень любите, именно представьте его в той ситуации, в которой вы его любите, то он у вас будет представляться где-то в одном каком-то определенном месте, определенного размера. И вы у себя на листе тоже нарисуйте себя и нарисуйте того человека, ну так, чтобы для вас было понятно, где он у вас находится, прямо по ощущениям. Когда вы это сделаете, пожалуйста, напишите мне, что вы это сделали. Не надо писать, где он у вас находится, потому что это, ну, внутренние штуки, они у вас просто будут отнимать время на печатание. Просто когда вы его представите и зарисуете у себя на листе, на вашей карте, просто напишите для меня сейчас, чтобы я понимал, что мы можем двигаться дальше. Так, у меня почему-то представление человека, объятия обеими руками впереди и полностью утопая в нем, не видя ничего вокруг. Субмодальности, вселенная, поглощающая, все окружающее, все вокруг. Хорошо, Настя, спасибо тебе за то, что ты пишешь. Вот, смотрите, у меня оказалось, что мой любимый человек, он у меня где-то вот здесь слева, на расстоянии вытянутой руки, даже меньше, да, где-то сантиметров 50 или еще меньше. А у Насти, наоборот, он оказался спереди. И вот видите, в чем разница между моей картинкой любимого человека и картинкой любимого человека у Насти. Других людей готово, сделала, отлично, супер, спасибо, что делаете. И что получается? Давайте рисовать дальше карту. Возьмите сейчас человека, к которому вы относитесь совершенно нейтрально. Это какой-то человек, случайный прохожий, это может быть человек, не знаю, продавец в магазине, у которого к вам нету, Наташа, спасибо, у тебя передо мной, у которого нету, к которому у вас нету никакого особого чувства, вот человек просто нейтральный, случайный прохожий, кто угодно, там, вот я сейчас посмотрю с балкона, вот случайный прохожий у меня там проходит с собакой, гуляет, и если я буду его вспоминать, он мне, лично мне, он мне представляется, когда я свою внутреннюю картинку включаю, и начинаю вспоминать мало значимых для меня людей, они у меня где-то далеко и они маленькие. Я вот сейчас просто на своем примере рисую. То есть они у меня где-то далеко и они маленькие. Вот это будет человек нейтральный. У меня так, у вас может быть совершенно по-другому. У вас человек нейтральный может быть даже где-то сзади. Ну, если сзади, соответственно, рисуйте где-то здесь. То есть вам сейчас нужно создать некую такую картинку.
Хорошая тема. Интересно также про духовные метафорические персонификации. Да, вот смотрите, далеко справа Наташа пишет, и да, маленькие эти люди. Вы еще обращайте внимание вот на какую вещь. Когда вы их представляете, еще определите некую линию горизонта, и когда вы представляете этих людей, они выше, ниже. Вот здесь на самом деле нету никаких правил, потому что у каждого человека вот это внутреннее кодирование, оно свое, очень сильно субъективное, оно очень сильно разное. И нам для того, чтобы, точнее вам, для того, чтобы вам эффективно сейчас провести эту работу, я сейчас буду пояснять, для чего мы это делаем. Для того, чтобы вам эффективно провести эту работу, вам нужно будет просто еще обратить внимание, выше они горизонта или ниже. В моем случае он находится где-то на уровне горизонта. Я поэтому поставлю вот здесь возле него такой, полосочку. Это для меня будет означать, что этот человек находится на уровне горизонта. А если вот вспомнить про моего любимого человека, то мой любимый человек, он несколько ниже уровня горизонта. Это не хорошо и не плохо, это просто как есть. У каждого человека будет вот это свое особое кодирование. Когда вы уже, дайте мне сейчас знать, что вы уже написали, точнее зарисовали у себя тех людей, к которым вы относитесь нейтрально, просто напишите «я готова» или «я готов», или поставьте галочку, как Настена делает, и будем двигаться дальше. Будем двигаться дальше. Друзья, поддержите нашу трансляцию лайком, кто нас смотрит на других площадках. Заходите на сайт youtube.com, вводите Юрий Пузыревский, и здесь идет хорошая, такая полноценная прямая трансляция с хорошей картинкой, с хорошим звуком, со всем остальным. Готово, готово, готово. Отлично. Хорошо, друзья. Давайте сейчас вы представьте человека, которого вы боитесь или опасаетесь. Вот прямо сейчас представьте человека, которого вы боитесь или опасаетесь. И здесь не нужно ничего стесняться. Мы так или иначе людей все равно у себя внутри каким-то образом категоризируем. Где находится у меня человек, которого я боюсь или опасаюсь? Сейчас я представлю. У меня он находится где-то справа от меня, ближе, чем человек нейтральный, несколько больше, но он находится чуть-чуть выше уровня горизонта. У меня так, у вас может получиться по-другому. Настена, класс. Я вообще рад тебя видеть, Настена. Как ты там поживаешь? Где ты находишься? В Питере, в Москве или может еще где-то? Здесь напиши в чате, где ты находишься, а как ты поживаешь, можешь написать потом в личку. Будет интересно. Хорошо. Когда найдете человека, которого вы боитесь или опасаетесь, у себя внутри, нанесете его на карту, обязательно напишите мне, что вы готовы. Напишите «я готова», «я готов». А я пока пообщаюсь с теми, кто у нас находится в прямом эфире на других площадках. Друзья, чтобы попасть в прямой эфир и полноценно посмотреть, обязательно зайдите в YouTube. Ссылка на мой YouTube у меня в шапке профиля. Вы можете перейти, и здесь идет хороший полноценный прямой эфир. Кстати, где можно посмотреть с хорошим звуком? С хорошим звуком можно смотреть в YouTube. Юрий Пузыревский, YouTube. Заходим, обязательно подписываемся, ставим лайк трансляции и идем дальше. Так, шеф. Хорошо. Слева от меня, выше уровня горизонта. Наташа вот очень детально все описывает. Очень здорово. Наташа, молодец. Хорошо. Хотя здесь вот эта четкость и точность очень нужна. Хорошо, друзья. А остальные что? Почему нам другие люди не пишут? Не готовы еще? Да, возможно, я где-то немножко быстро сейчас гоню, потому что по себе, по своему опыту скажу, для того, чтобы вот хорошенечко разобраться в этих представлениях, нужно потратить какое-то время. Представьте, вы сейчас никогда раньше до этого и не задумывались, где вы себе представляете разных людей, которых наделяете определенными качествами и характеристиками. А сейчас вам нужно прям
так с потолка быстро делать. Я вас прекрасно понимаю, но опять же, давайте поработаем, потому что вы поймете, в чем здесь эффект. Я думаю, что этот прямой эфир мы сохраним. И те, кто будут у нас не быстро, можно быстрее, Людмила. Вы знаете, я могу еще и быстрее. Хорошо. Вы тогда отписываете, что готово. Так, а если нет такого человека, можно другое, негативные чувства включить. Можете попробовать. Смотрите, вот здесь на самом деле мы сейчас создадим такую условную карту, чтобы вы могли ориентироваться и хотя бы у вас сложилось понимание, что разных людей вы представляете очень сильно по-разному. А потом я расскажу, что с этим делать. Мы прямо здесь в прямом эфире сделаем вот эти преобразования. Ну, я приведу несколько примеров, с которыми можно работать, с которыми можно действовать, чтобы это облегчало. Вот Наргиз пишет, если нет такого человека. Вы знаете, я в последнее время очень много сталкиваюсь с такими людьми, которые говорят, что нету таких людей, которых бы я боялся или опасался. Если у вас нету, я не буду вас переубеждать, и тут тем более в открытом прямом эфире рассказывать, что скорее всего вы где-то в чем-то заблуждаетесь, но я не исключаю, что вы можете быть очень смелым, сильным человеком, который никогда никого не боится. Окей. Если такого нету, можете взять следующего человека. Ну, значит, в вашей картине мира нету такого человека. Вы можете сейчас просто пропустить, а потом пойдем дальше вместе. Так, Юрочка, я в Москве, наконец-то начала жить, танцую, пою, смеюсь и наконец-то живу. Все благодаря тебе и тренингу. Спасибо за опыт, спасибо за жизнь, которая наконец-то началась. Муа! Настя, спасибо тебе за эту обратную связь, это очень важно. Вот видишь, если ты не пришла на эфир и не написала мне об этом, я бы и не знал. Поэтому молодец. Хорошо, окей, надо покопаться. Надо покопаться. Вы знаете, Наргиз, вы можете вот что взять. Если сейчас вы уже такая действительно там смелая и нету таких людей, просто, возможно, действительно это быстро происходит сейчас в эфире, и вы можете просто вспомнить, а вот, допустим, в детстве вы боялись кого-то, и кто-то для вас был страшным, и вы этого человека каким-то образом представляли. Вы тоже можете найти. Хорошо, давайте идти дальше. А теперь, пожалуйста, на своей карте у себя внутри сейчас представьте человека, которого вы считаете сильным. Я не буду расшифровывать, сильным это как. Сильным это физически сильным или сильным духом, там, мощным человеком, морально стойким человеком. Просто вот возьмите для себя вот это слово, вот эту характеристику «сильный человек» и представьте, где у вас находится сильный человек. У меня сильный человек находится, у меня, видите, как-то все больше справа. У меня сильный человек находится вот где-то в этом месте, чуть-чуть правее. Он больше, чем человек, которого я боюсь или опасаюсь, и находится, я вот так скажу, чуть-чуть ниже уровня горизонта. Вы у себя тоже прямо сейчас отметьте. Хорошо. Ну и после того, как вы представите, готово, отлично. После того, как вы представите себе сильного человека, после того, как вы его зарисуете на своей карте, представьте себе человека слабого. Возможно, человека, ну, просто вот слабого. Может быть, физически слабого, может быть, морально слабого. У меня такой человек почему-то представляется где-то здесь, ну вот как-то далеко. Даже, наверное, я его здесь зарисую. И он маленький. И он ниже уровня горизонта. У меня так. У вас может быть совершенно по-другому. У вас может быть совершенно по-другому. Окей. Я думаю, что вы справляетесь. Если вы не справляетесь, вы мне пишите. Вы, пожалуйста, меня останавливайте. Я буду что-то пояснять. Хорошо. Давайте теперь опишите человека просто приятного. Или, допустим, давайте даже не так возьмем. Давайте возьмем человека, с которым вы состоите в дружеских отношениях. То есть вот мы с самого первого описывали человека, которого вы любите, а вот сейчас опишите своего друга, к которому вы хорошо относитесь, которого вы готовы поддерживать. И где у вас находятся друзья? У меня на самом деле они находятся, сейчас другим цветом нарисую. Я просто сейчас параллельно вместе с вами делаю вот эту карту. Но я ее уже делал много раз. У меня друг, он находится где-то впереди передо мной и на расстоянии метров 2.
и он находится на уровне горизонта. Вы тоже для себя делаете такую пометку. И сейчас уже закончим с этой нудной частью, но начнем делать преобразование. Друзья, кто нас смотрит на других площадках, пожалуйста, Юрий Пузыревский, заходите в YouTube. Тут идет хорошая трансляция с хорошим видео, с хорошим звуком, с хорошей картинкой. Поэтому заходите, подписывайтесь, делитесь лайками. Окей, нахожу всех в своей карте. Отлично. Хорошо, друзья, давайте двигаться дальше. Что мы сейчас разобрали? Хорошо, с друзьями разобрались. Друг выше всех вселенных. Вы сейчас зарисовываете карту. Давайте сейчас еще две категории людей возьмем. Зарисуйте, найдите у себя внутри, где находится человек неприятный, вот который вам неприятен, которого вы не любите, человек, к которому вы плохо относитесь, нехорошо относитесь. Где он находится? Я сейчас параллельно стараюсь у себя тоже представить. У меня неприятный человек находится где-то левее нейтрального. Он тоже маленький, но он ниже уровня горизонта. И давайте пойдем дальше. Представьте еще человека, который обладает властью. Вот такого властного человека, который может вас, не то чтобы подавлять, который может на вас влиять. Вот влиятельного человека представьте, где вы у себя внутри в своей карте ментальной представляете человека, который влиятельный. У меня почему-то влиятельные люди, они представляются вот здесь где-то справа от меня, и они большие, они выше уровня горизонта, и они большие. Вот прям нарисую такого большого человека. И они выше уровня горизонта. Хорошо. Для чего мы все это делаем? Мы это делаем сейчас все для того, чтобы мы могли настроить, понять свою карту реальности, вот эту внутреннюю карту. Для чего? Для того, чтобы мы могли трансформировать отношение к другим людям. То есть мы могли наше внутреннее отношение трансформировать. Например, для чего это нужно? Давайте привожу пример. Вы как раз таки сейчас напишите, удалось ли вам сделать эту карту. Да, напишите, если удалось, нет, если еще нужно подождать. Давайте приводить сейчас буду примеры. Ну, представьте, как это можно использовать. И теперь вы, когда знаете свое внутреннее кодирование, вы можете научить себя воспринимать человека по-другому. Сейчас поясню, что это значит и в каких случаях мы это можем использовать. Ну, допустим, вы идете на какие-то переговоры, важные для вас. Ну, это может быть и бизнес-контекст, это может быть, ну, не знаю, какой-то другой контекст. Но давайте рассмотрим на контексте бизнеса. Да, получилось, да, есть, отлично. И вот смотрите, вы идете на переговоры, от которых зависит ваш успех, ваш бизнес. Может, вы идете что-то продавать, или вы идете что-то продвигать. И если задуматься, вы идете, допустим, на встречу с человеком властным, и вы его соответствующим образом представляете. И у вас уже сформированы определенные реакции на этого человека. И смотрите, вот как в моем случае, я не знаю, как у вас получился властный человек, но в моем случае властный человек получился больше меня и получился выше уровня горизонта, то есть он больше и выше. Соответственно, когда я общаюсь с человеком таким властным, если я его представляю именно так, как я представляю властного человека, то я автоматически себя чувствую, что он меня может подавить. И соответственным образом себя веду. И это не очень ресурсное состояние, и это не очень
ресурсное поведение. Что можно сделать в таких случаях? И обычно мы еще перед такими людьми волнуемся. Что можно делать с помощью техники социальная панорама? На самом деле упражнений будет очень много. Я вот сейчас специально делаю этот прямой эфир для того, чтобы вы могли свою карту составить, а потом я буду еще снимать видео отдельные для тех людей, кто посмотрел этот прямой эфир, уже с отдельными упражнениями, которые решают конкретные коммуникативные задачи. Там можно и с деньгами поработать, с отношением к разным людям. Окей. И так вот, мне для того, чтобы избавиться от вот этого внутреннего ощущения давления и превосходства этого человека, мне нужно подумать: так, здесь у меня человек нейтральный, здесь у меня человек любимый, здесь у меня человек, уже не помню какой, наверное, неприятный здесь у меня человек, которого я боюсь. Ладно, сейчас будем вспоминать. Ну не суть, надо было подписать. И вот сейчас, когда вы уже знаете, когда уже знаю свое вот это внутреннее представление, я могу что сделать? Когда я собираюсь на какие-то переговоры с властным человеком, который я понимаю, что он может быть, он там сильнее меня, больше меня, богаче меня, там еще что-то, я, соответственно, себя буду вести, не очень. Согласитесь, что с разными людьми мы общаемся по-разному. С любимым человеком, жена, если смотришь, мы общаемся одним образом. С нейтральным человеком мы другим образом. С человеком, который сильнее, властнее нас, мы общаемся третьим образом. С человеком, который нам неприятен, мы общаемся четвертым образом. И что мне нужно для того, чтобы чувствовать себя на равных? Что мне нужно для того, чтобы этот человек меня не поглощал? Мне нужно представить этого человека, как я его себе представляю. Допустим, вот я представил сейчас того человека, который вот прям властный, но мне с ним нужно еще общаться много и решать какие-то вопросы. И, как правило, вся коммуникация проходит не в мою пользу. Для того, чтобы мне начать чувствовать себя в процессе этих переговоров спокойно, мне нужно взять его образ, представить вот его лицо, как я его вижу, прям вот большим. И так как я знаю, что у меня внутри закодировано, что человек, к которому я отношусь нейтрально, находится где-то далеко и на уровне горизонта, я беру вот этот же образ, который я сейчас представил у себя здесь, и я его мысленно в своей внутренней картинке вот сюда и уменьшаю. И делаю его на уровне горизонта. И таким образом я у себя в голове проделываю такую постоянную тренировку, то есть я его значимость в своей внутренней карте реальности сознательно уменьшаю, для того, чтобы воспринимать его по-другому. И это нужно потренироваться, прям сделать его несколько раз. Или, допустим, я этого человека хочу начать воспринимать как друга. Такое же может быть. Я тогда беру и его мысленно перевожу сюда, где-то вот на ближнее расстояние ко мне и на уровне горизонта, если мне это необходимо. А может быть, мне захочется этого человека прям полюбить. Если мне захочется этого человека полюбить, то я его мысленно перемещу сюда, под свою левую руку, сделаю его чуть-чуть меньше меня, чуть-чуть ниже уровня горизонта. То есть, понимаете, в чем фишка? Вот даже сейчас попробуйте сделать это прямо сейчас. Попробуйте представить того человека, которого вы, допустим, который властный, который вот больше вас, сильнее вас, поглощающий такой человек. И попробуйте его картинку переместить туда, где у вас получился человек нейтральный. И вы уже заметите, что вы к этому человеку начнете более нейтрально относиться уже сейчас. Что нужно делать дальше, чтобы вот это хорошо работало? Вам нужно дальше в непосредственном живом общении, в непосредственной коммуникации с этим человеком брать и представлять его там, где вы представляете человека нейтрального. Если вы хотите его у себя внутри сделать ему такой ранг нейтрального человека. Здесь то же самое. Можно делать много чудес на самом деле, если вы, допустим, с кем-то расстались. Вот с кем-то вы расстались и не можете этого человека забыть. Очень часто с такими вопросами люди приходят. А любимый человек, давайте я просто на своем примере, чтобы было лучше понятно. Вот любимый человек у меня вот здесь закодирован. Если я хочу его разлюбить, и изменить к нему отношения, то я возьму его образ, вот этот вот большой, который у меня здесь есть, я его здесь зарисовал, и смотрю, вот здесь у меня находится человек, который мне неприятен. И я мысленно вот этот образ беру и туда отправляю.
левее, дальше и ниже уровня горизонта. И если я начну этого конкретного человека представлять уже там, в своей внутренней карте, то мое отношение к нему изменится. Если вы вот хотите кого-то разлюбить, то, соответственно, вы можете таким образом с этим работать. Можно ли отнести социальную панораму к техникам по изменению субмодальностей? Наргиз, я об этом вначале говорил. Ну, я скажу так, да, это техники по изменению субмодальностей, но эти субмодальности непосредственно связаны с людьми и с нашим отношением к ним. То есть социальная панорама — это уже более продвинутый уровень работы с субмодальностями. Скажем так, это продолжение. Это продолжение, когда мы можем вот этих людей, ну не бездумно, изначально нужно просто себе довериться и признать, что мы разных людей представляем по-разному, и потом уже составить некую такую карту для того, чтобы двигаться дальше. Отлично, у Наташи получается. Ну вот как-то так. И вы можете поработать с этим вот с абсолютно разными контекстами. Или, допустим, вы понимаете, что вы к человеку относитесь как-то, ну, не очень хорошо. Что вы можете с ним сделать? Вот, допустим, здесь у меня находится... А кто у меня здесь находится? Наверное, неприятный человек. А мне как бы нужно с ним общаться нормально. Я тогда нахожу, где у меня находится приятный человек. При изменении ранга меняется яркость картинки. Это нормально тоже. Это тоже очень даже окей. Это очень тоже даже здорово. Хорошо. Напишите, пожалуйста, что у вас получается. Я понимаю, что может быть где-то быстро, где-то не совсем понятно, потому что все-таки тема не для, скажем так, не для самых нулевых в области НЛП. Но если попробуйте сконцентрироваться, если попробуйте потратить на это время, будет очень хороший результат. Что делать дальше? Опять же, повторяюсь, если вы нашли, как изменить у себя внутри, во внутренних картинках отношение к человеку, вы таким образом можете сделать это совершенно любым человеком, но потом в реальном общении вам нужно уже будет его представлять тем определенным образом, с которым вы его представляете. То есть это такой процесс, с одной стороны быстрый, но с другой стороны требуется немного времени, чтобы потренироваться. Это работает с людьми по поводу вредных привычек, депрессий, постановок целей. Ну смотрите, если говорить про чисто метод социальной панорамы, я отвечу на этот вопрос так. Если вредная привычка связана с каким-то человеком, ну простой пример классический, там, от меня ушла девушка, я вот теперь пью, то да, если мы поможем человеку перекартировать, перерисовать, изменить в субмодальности представления этого человека, то, скорее всего, он перестанет пить. С постановкой целей надо подумать. Я думаю, что к целеполаганию тоже можно это прикрутить, потому что есть разные модели. Можно, допустим, даже поработать с... Вот вы можете прямо сейчас даже сделать. Смотрите, вот мы базовые вещи посмотрели. Человек любимый, человек, который неприятен, которого боюсь, который властный, который там сильный, слабый. А вы можете еще на своей внутренней карте нарисовать, это ваше внутреннее представление. Один человек богатый, а второй человек бедный. И вы их тоже будете по-разному представлять. Опять же, обратите внимание, уровень горизонта. И опять же, обратите внимание, размер этого человека. И когда, ну там есть хорошая техника, я не буду ее сейчас давать, и просто посмотрите, какое ваше внутреннее восприятие богатых и бедных людей. И это тоже можно менять. И вы можете менять свое отношение, в том числе к финансовым результатам. Давайте даже, наверное, вот что сделаем. В следующем прямом эфире, в следующий четверг, сделаем, как с помощью социальной панорамы сделать так, чтобы у вас было другое отношение к деньгам, было другое отношение к богатым людям, для того, чтобы можно было к ним приблизиться.
Это тоже очень интересно. Так, медленно перемещается личность, нехотя, при повторном применении легче. Ну смотри, Наташа, медленно перемещается личность, нехотя, она не медленно перемещается, это ты ее медленно перемещаешь. Это же ты работаешь со своими внутренними картинками. Подумай еще, может, я почему-то не хочу этого человека по-другому представлять. Да, при повторном применении проще. Хорошо, Настя, почему-то, когда пробовала разлюбить, сейчас отправить подальше, уменьшить, испытала боль. Ну, видишь, нужно разбираться, нужно смотреть, почему именно так происходит. Потому что, скорее всего, вот сейчас тебе скажу, почему. Скорее всего, ты не хочешь менять отношение к этому человеку. Но может быть вот еще какая ошибка. Возможно, вот смотри, ты спешишь, нечетко зарисовала вот эту картину свою, внутреннюю карту. Если бы ты ее четко зарисовала, то и ты понимала, где у тебя находится человек нейтральный, и где у тебя находится человек, там, допустим, безразличный, к которому ты безразлично относишься. Вот в чем может быть ошибка, почему ты сейчас могла испытать боль. Потому что, возможно, ты его, своего любимого человека, там, переместила в ранг неприятных. Или ты его переместила в ранг, ну, сама того не понимая. Потому что вот эти работы с вот этим приближением, удалением, они работают очень субъективно, очень сильно по-разному для каждого. То есть можно было бы подойти к этому вопросу так. Так, человек, которого вы боитесь, вы его представляете большим. Так, что вам нужно сделать? Возьмите его, удалите далеко-далеко вперед, сделайте его таким маленьким-маленьким-маленьким, ниже уровня горизонта. Было бы круто, если бы это было так. Но на самом деле, когда мы не знаем, что где у этого человека находятся там нейтральные люди, неприятные люди, понимаете, что вот это только моя субъективная карта. У вас все получалось совершенно по-другому. И у человека, допустим, там впереди, ниже уровня горизонта, может находиться, допустим, человек приятный. Может находиться человек приятный, и тогда человек, наоборот, удаляя этого человека, он, наоборот, его делает более приятным для себя и начинает его... Ну, то есть здесь может быть очень сильно по-разному, это очень индивидуально. Здесь нужно очень хорошо контролировать себя, насколько четко я составил вот эту свою внутреннюю такую 3D-карту других людей. Смотрела видео с самим Лукасом Дерксом. Он часто ссылается на потерянные ресурсы, а также использует линию времени. Да. Он часто ссылается. Многие НЛП техники основаны на линии времени. Там техника тоже, как ее называют-то, где мы делаем взросление части личности. Помогайте, кто НЛП изучал, у меня уже вылетело из головы. Сущностная трансформация. Там мы тоже используем линию времени. Друзья, техник очень много. Линию времени обязательно можно использовать, потерянные ресурсы. Мы здесь как раз таки говорим, вот вы сейчас говорите про потерянные ресурсы, вы, наверное, говорите про описание сущностной трансформации. А социальная панорама, она такая тема достаточно... Ну, здесь идет основная работа, а основная работа идет вот на внутренних представлениях, основная работа идет на работе с субмодальностями. Хорошо, дорогие друзья. Как вам наш сегодняшний эфир? Будем уже сегодня завершать. Мне было очень классно, радостно, что вы к нам присоединились. Очень приятно, очень круто. Очень круто поработали. Спасибо тем, кто пришел с других платформ и обязательно подписался. Спасибо тем, кто поставил лайк. Напоминаю вам, что у нас идет на курс NLP практик набор. В описании к этому прямому эфиру вы можете найти ссылку и зарегистрироваться на него. Она очень объемная. Да, она очень объемная. То есть то, что мы сейчас сделали, мы сделали первые шаги. Мы вот сделали то, с чего можно дальше развиваться. Я специально это вынес в прямой эфир, потому что буду дальше делиться техниками, чтобы мне уже на это объяснение не тратить время. Чтобы на это объяснение не тратить время, буду давать уже техники, посвященные непосредственно социальной панораме. Там есть разные техники под разные типы запросов. Намного стало яснее. Очень здорово, Наргиз. Ну, понимаете сами, что чтобы хорошо разобраться и хорошо с этим работать, тем более разбираться с этим самостоятельно, без помощи там, коуча, консультанта, это сложнее.
Вот самостоятельно, дома, одному, сидя за экраном, это сложнее, я вас прекрасно понимаю. Поэтому я люблю живые тренинги. Друзья, кто чувствует и понимает, что хочет учиться на курсе NLP практик, обязательно пройдите по ссылке к этому видео. Я даже прямо сейчас вам, наверное, сброшу ссылку. И регистрируйтесь. Сейчас действует скидка. Какая скидка, не скажу. Но если вы хотите обучаться лично у меня, под моим чутким руководством в онлайне, то милости прошу. Как проходит обучение? Обучение проходит не так, как мы работаем через YouTube, там прямой эфир. Нет, мы собираемся в Zoom. Zoom — это такая площадка, где мы видим друг друга и одновременно можем со всеми общаться. Тут, кстати, есть мои выпускники, которые уже прошли курс. Я думаю, они тоже могут пару слов написать на эту тему, насколько их жизнь изменилась, насколько это было полезно, либо бесполезно. Я думаю, что если бы это было бесполезно, наши ученики бы не заходили в эти прямые эфиры, а это значит, что им мало, это значит, что они хотят дальше поглощать информацию, развиваться и развиваться. Поэтому, если вы понимаете, что вы уже готовы к обучению такого, к изучению такого направления, как нейролингвистическое программирование, милости прошу, по ссылке проходите, регистрируйтесь, мы с вами свяжемся. Начало курса обучения у нас 14 сентября, и учиться мы будем 3 месяца. То есть по вечерам занятия очные, очень много видеоматериалов записанных специально для вас, которых нету на YouTube, которые объясняют. Так, хорошо, хочу подчеркнуть, что ваши видео дают четкие шаги. Да, это мой конек. Мы стараемся делать из сложных вещей простые, чтобы это было понятно. У меня миссия сделать NLP доступным для чем большего количества людей, даже посредством видеозаписи, даже посредством прямых эфиров, посредством аудиокниг, потому что по книжкам сложновато. Мало кто из тренеров дает четкие объяснения. Да, спасибо, Наргиз. Так, Настена, супер, пора спать, завтра на работу. Настена, респект, спасибо, что появилась. Давно не слышал от тебя новостей, рад тебя был видеть. Приходи еще, напиши, как у тебя дела. Наргиз, спасибо за обратную связь. Я просто считаю, что нужно делиться. В Zoom удобно, есть обратная связь и корректировка коллег и Юрия. Людмила была вашей студенткой. Людмила, я вас помню, очень довольна, классный тренер, поэтому всегда смотрю видео и эфиры. Людмила, заходите, смотрите не только в Фейсбуке, а заходите в YouTube. Ваши просмотры в YouTube будут помогать, и лайки обязательно, будут помогать продвижению нашего канала, который посвящен нейролингвистическому программированию. Вам спасибо. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой прямой трансляции для того, чтобы у нас этот стрим набирал больше оборотов. Если сейчас у вас есть вопросы, можете их задать, любые вопросы на тему нейролингвистического программирования. Еще буквально 3-5 минут, готов с вами пообщаться. Вам спасибо, не оставили просьбу без внимания. Ребята, которые учатся у меня на тренинге, знают, что я практически на все вопросы отвечаю. Единственное, что бывают такие вопросы, на которые я точно знаю, что человек найдет ответ и без моей помощи. Я тогда говорю, что ты этот вопрос запиши, и вот завтра, послезавтра или после того, как ты сделаешь это упражнение, ты мне его задашь, если он у тебя останется. Иногда такое бывает. Иногда есть такие люди, которые хотят задать вопрос, еще ничего не попробовавшись. Я тоже к этому хорошо отношусь, я на все вопросы отвечаю, я понимаю, что я не идеальный человек, и я могу объяснять что-то непонятно. И стараюсь на все вопросы отвечать, потому что я считаю это важно. Так, хочу, но я уже была и в другом городе. People, обучение шикарное, это лучшее, что было в моей жизни. А Юра просто спас мне жизнь. Да, с Настей мы работали очень индивидуально. Настя, ты сама очень сильная, поэтому... Так, Людмила, вы супер. Окей. Возможно, здесь есть люди, которые обучались на курсе NLP практик. Они здесь точно есть. Будет еще курс NLP мастер, но он будет уже после Нового года. Будет небольшая группа, 8-12 человек, и там будет требоваться определенное включение участников. Поэтому если намыливаетесь на мастера, следите за нами.
Мастера тоже сделаем, но после Нового года. Нам еще нужно немножко... У меня крутой мастер на самом деле. Там вы точно научитесь моделировать. Вот прям будет все в кучу. То есть вот моделировать точно научитесь. Окей. Так, вот это интересует. Ну, Наргиз, следите. Я думаю, что где-нибудь в декабре мы начнем уже его рекламировать. Просто нам сейчас нужно определенное количество людей. Если вас это интересует, можете написать мне, кстати, куда-нибудь в личку, в любую соцсеть, чтобы я вас в лист ожидания занес, и чтобы вы помнили, чтобы я вас помнил, чтобы мы были на связи. То есть такой предварительная группа. Предварительная группа, это будет очень круто. Я за себя отвечаю. Вот моделировать, у меня вы точно научитесь моделировать. Окей. Не хочется от вас уходить, но давайте еще 2 минуты. Буквально 2 минуты с вами пообщаемся. 2 минуты пообщаемся. Намыливаюсь. Окей. Все, кто намыливается на курс NLP Master, напишите мне в личку, что вы намыливаетесь в любой соцсети, для того, чтобы я вас ввел в предварительный лист, и вы могли оплатить обучение по самой низкой стоимости, быть такими первопроходцами. Но опять же, обращаясь к тем, кто нас будет смотреть в записи, обязательно, если еще не проходили практику, но собираетесь, можете сейчас по хорошей цене зарегистрироваться на курс, который будет длиться 3 месяца и начнется 14 сентября. Ну что, друзья, я смотрю, что нас много людей смотрят, сейчас 9 человек. Для нас это такой хороший показатель. У нас в процессе всего прямого эфира было 9 человек. Если вы еще не подписались на мой канал в YouTube, обязательно на него подпишитесь. Здесь очень много полезного контента, который будет вам помогать. Я вам, кстати, даже рекомендую посмотреть еще и старые видео. Старые видео тоже достаточно крутые. Правда, у меня там не такая речь. Я там говорю. Не такой хороший звук и не такая хорошая картинка. Но видео толковые. Я их специально не удаляю. По 2 причинам. Потому что видео толковые. Может быть, есть смысл перезаписать, но они классные. И плюс, чтобы вы видели, как можно измениться за достаточно короткий промежуток времени, за 3-4 года. Я думаю, что вы на это тоже обращаете внимание. И так может быть с каждым. Так может быть с каждым. Друзья, поставьте еще лайк нашей трансляции, если вы еще здесь. И на этой веселой ноте мы будем завершать наш прямой эфир. Поставлю вам на пару минут хорошую музычку. Все, с вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.